Еще нам надо связать бантик. Бантик мы свяжем цвет тела, вернее в цвет платьюшки, да, вот этот вот. У кого какой, ну это тоже выбирайте бантик сами, какой вы хотите. Я выбираю этот цвет. Значит, набираю я 11 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11. Одну петлю пропускаю и начиная со следующей провязываю столбики без накида. Столбики без накида до конца ряда. Провязали. У нас первый ряд. Делаем воздушную петлю подъема, разворачивая вязание и вяжем столбики в столбики. 10 у нас столбиков получилось в ряду. И провязываем эти 10 столбиков столбиками без накида до конца ряда. Это у нас второй ряд. Всего мы сделаем 4 ряда так. Не забывайте про петлю, которую мы пропустили. Там у нас одна петля будет, 10-я. Считайте, главное, чтобы у вас было 10. Разворачиваем, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем опять 10 столбиков до конца. И так провязывайте 4 ряда, должно у нас получиться. Провязали 4 ряда. Теперь надо нам обвязать по кругу столбиками этот ряд, вот, который у нас закончился, да, мы его обвязывать не будем. Обвяжем мы только вот эту сторону, нижнюю часть, где у нас воздушные петли, и вот этот бок. Что мы делаем? Значит, последний столбик, куда мы провязали, в 10-й, провязываем еще 2 столбика. Затем у нас тут есть такая вот дырочка, да, в нее провязываем 1 столбик, потом еще 1, и в воздушную петлю первую провяжем 3 столбика, ну, чтобы повернуть, чтобы угол у нас получился такой аккуратный. Дальше вяжем 10 столбиков в воздушные петельки. Последний ряд провяжем, последний, вернее, воздушную петлю мы провяжем 3 столбика. Кончик этот можно спрятать по ходу вязания дальше. Дальше вяжем столбик сюда, промежуток второй и третий. И в третий провяжем еще 1 и сделаем соединительный с первым столбиком. Так, сделали соединительный столбик, сделаем еще 1 соединительный и отрежем такой небольшой кончик. Для чего он нам нужен? Так вот, лишний хвостик, который мы провязали, ввязали, отрезаем, чтобы нам не мешал. Теперь берем иголочку. Сейчас будем формировать бантик. Как мы это будем делать? Находим серединку, складываем вот так пополам, находим серединочку, да, вот примерно здесь у нас серединка визуально, и
вводим иголочку сюда в столбики и доходим вот так вот между столбиками, чтобы не видно было. Выходим туда, к серединке, которую мы нашли иголочкой. Вот так. Здесь мы, чтобы, так как мы сейчас будем вот так вот стягивать наш бантик, чтобы наша вот эта вот ниточка отсюда не начала стягиваться, потому что она у нас отсюда идет, мы здесь сделаем узелочек, чтобы зафиксировать ее в начале. Вот тут вот стягивание наше вот так. Зафиксировали. И проходим сюда сквозь столбики, аккуратненько так вот проходим вниз. Это такой самый простой бантик мы делаем без сложностей. Вот. Спустились вниз. С этой стороны немножечко, ну, обхватываем наш бантик немножко и идем в обратную сторону. Также захватывая, проходя, вернее, сквозь столбики, и стягиваем наш бантик. И еще разочек. Еще разочек, выходим к серединке бантика. Вот так, стянули. Вот, и сзади мы его зафиксируем, чтобы он не разошелся. Вот, вот и все. Вот такой вот бантик у нас готов. Мы его пришьем сразу к ушку. Вот я уже доделала этого зайчика. Я сделала бантик, пришила. Сделала юбочку. Вот. И поэтому мы сейчас пришьем бантик сюда. Так вот. Пришиваем. Так, у меня тут не стянулось немножко. Ну да ладно. Пару раз достаточно, чтобы держался бантик. Вот, пришили мы бантик. Теперь, перед тем, как мы будем собирать игрушку, нам надо еще сделать юбочку. Ее лучше сделать на данном этапе, чтобы нам не мешало ни руки, ничего не мешало. Мы будем делать юбочку. Вот видите, у нас переход. Ряд. Нам надо этот переход, чтобы он выровнялся. Да? Будем его выравнивать. И начнем мы вязать немножко подальше от начала. Вот. Берем игрушку лицом к себе, там, где будет голова, чтобы то, что мы будем вязать, оно в лицевой стороне было сверху юбочка. Нам надо держать игрушку в таком положении. Головой к себе. Вот. Сейчас мы будем делать юбочку, провязывать. Набираем 3 воздушные петли в полупетлю в эту. И еще один столбик с накидом провяжем в эту же петельку.
Получилось у нас 2 столбика в одной петле. Итак, мы будем вязать в каждую петельку по 2 столбика с накидом. Раз, два. В каждую петлю 2 столбика с накидом. И у нас получится вот такая вот юбочка. Такая вот пышная юбочка получится. Если она для вас кажется сильно пышной, вы можете делать прибавки не в каждую петельку, а через раз. В одну петельку 2, в другую 1 столбик с накидом. И тогда не такая пышная будет. Если хотите такую пышную, то в каждый столбик делаем прибавки. Делаем по 2 столбика. И параллельно прячу хвостик. Вот так вот у нас не будет так сильно заметен переход, когда мы так сделаем. Вяжем так по кругу до конца ряда. Закончила я ряд, делаю соединительный столбик, вот где у нас были 3 воздушные петли, первую петелечку верхнюю соединили. А теперь провязываем в каждый, делаем 3 воздушные петли и в каждый столбик вяжем по 1 столбику с накидом. Над каждым столбиком столбик с накидом. Ничего больше мы не прибавляем, просто вяжем. Итак, мы провяжем 4 ряда еще. Еще 4 ряда без изменений по кругу. И у нас получится юбочка. Связала я 4 ряда. Делаем соединительный столбик с первой петлей, с первым столбиком. И отрезаем нитку подлиннее, для того, чтобы спрятать. Вот. Для начала мы сделаем соединительную петлю. Просто соединим и вытянем ниточку. Вот. И иголочкой мы будем прятать ниточку сразу. Прячем мы ее так. Я ввожу снизу. Вот так вот стараюсь попадать в столбики, вот проходить между столбиками, сквозь, вернее, столбики, чтобы не было ее видно, этой нитки. Здесь вот хорошенечко затягиваем, смотрим, чтобы она сильно тут у нас не затянулась. И так спускаюсь вниз сквозь столбики. Так, спускаемся. Чтобы наша ниточка потом нигде не торчала, ниоткуда не вылезла. Мы ее вот здесь уже зафиксируем. Так вот натянем, сколько нам надо. Смотрим, все ли аккуратненько. И вот здесь я сделаю узелочек. И спрячу ее туда, внутрь. Вот так вот выведу. Вот и все. Так вот мы спрятали ниточку. Юбочка у нас готова. Все. Теперь осталось нам собрать все детали. Итак, собираем игрушку. Собираем все детали. Начинаем сшивать голову. У нас здесь 24 столбика и здесь 24, поэтому у нас все должно совпадать. Смотрим, где у нас здесь сзади есть переход. Да, находим переход, такой вот он немножечко заметен. Вот это у нас будет задняя часть. Вот, и вставляем так голову, прикладываем. Чтобы она у нас не каталась и не ездила,
я делаю такие вот манипуляции. Сейчас покажу. Беру такие вот спицы, ставлю аккуратненько, чтобы у меня совпадало все. И вот так вот втыкаю. Фиксирую спицами. Чем тоньше спица, тем она как бы не сильно расширит наши ряды. Вот так вот. Так вот зафиксировала. И теперь буду сшивать. Сшивать буду я таким образом. Я буду, наверное, делать так. Значит, я беру иголочку и обнимаю, можно так сказать, да, столбик. Вот так вот. Вот его ввожу и вывожу с другой стороны. Таким вот образом, видно, так вот обнимаю столбик. То же самое делаю и здесь. Также беру столбик, его один. И таким образом я буду прошивать всю игрушку. И не забывая стягивать ее. Вот. Каждый столбик со столбиком буду сшивать. Вот таким вот образом. Смотрите, можно сшивать через ряд. Ой, вернее, через столбик. Столбик можно пропустить и в следующий столбик подцепить. Там как будет ложиться иголочка. Если вы видите, что как бы они сильно друг к другу ложатся, то можете пропустить один столбик и в следующий зацепиться. За крайний, да, вы поняли, да, за первый ряд мы вот так вот его подцепляем и прошиваем. Вот так вот подцепляем за ножку столбика. Берем за ножку столбика вот так вот и сшиваем. Вот так. Закончила я сшивать голову. Сделала тут узелочек, стежочек один и просто прячу ниточку. Вывожу ее где-нибудь сюда. Можно еще раз, только обратно постараться в ту же, откуда вышла иголка, дырочку. Ну, вот так вот. Она там запутается в этом холофайбере немножко и никуда не денется. Так, пришили мы голову. Дальше мы будем пришивать ручки. Для того, чтобы их пришить, сначала мы их соединим друг с другом, два края. Для этого возьмем вот так вот вместе ручки и просто вот так вот туда и обратно, проводя ниточку, мы сошьем их вместе. Можно было бы сделать и в начале, перед тем, как мы нитку оторвали, можно было бы их просто вместе провязать столбиками без накида. И за эти столбики можно было бы пришить. Но так как мы этого не сделали, мы вот так вот сшиваем. Теперь прикладываем. Прикладываем так, чтобы у нас ручки чуть-чуть шли вперед. Вот так вот. Где-то вот ряд желтенький, и со второго ряда вот примерно вот в таком положении фиксируем иголочками. И будем пришиваться.
обычными стежками просто сшиваем, пришиваем ручку. Вот таким вот образом. Пришила. И узелочек я буду делать где-то здесь, поэтому я иголочку вот так вот вывожу сюда. Вот так вот. И вот здесь сделаю узелок, чтобы его не было видно. Вот и прячу в тельце ниточку. Аналогично этой ручке мы пришиваем и другую. Точно так же прикладывая ее таким вот образом. Пришили мы обе ручки. Теперь пришиваем ножки. Ножки пришиваем вот где-то так, на таком расстоянии друг от друга. Это получается от серединки отсчитываем раз, два. Вот от серединки отсчитываем первый ряд, второй и к третьему. Будем прикладывать ряду, край вот этот внутренний будет к третьему ряду приложен. Точно так же фиксирую я иголочками. Вот. Фиксирую и пришью. Вот так вот я зафиксировала где-то посерединке, отсчитав 2 ряда и к третьему ряду и посерединке круга. Вот так вот. Вот. Чтобы она не сюда ближе, не сюда, а как бы одинаковое расстояние здесь примерно. Вот так вот буду пришивать. Также приложу эту ножичку и точно так же зафиксировав, пришью. Я вам покажу, как я сшиваю ножки, пришиваю. Берусь за петельки внизу, а на ножки я беру за обе стеночки петли. Вот. И также опять здесь пытаемся. И за обе стеночки петли. Вот так вот. Ножки снутри вверх. Вот так вот. Ну вот, зайчики, держатели для штор готовы. Такие вот они у нас получились.